Доброе утро, зрители Stop Game! В эфире InFact. В выходные анонсировали тонну игр. Про проект из Summer Game Fest уже рассказал Илья в специальном выпуске InFact. А я пришел к вам с новостями с презентации Xbox. Шоу стартанули с колды. Они же рассказали в отдельной презентации после основной программы. В центре внимания в этот раз оказалась сюжетная кампания, но другие режимы тоже зацепили. Про сюжет. Время действия — ранние 90-е, когда мир переживал распад СССР и окончание Холодной войны, а в США росло недоверие к правительству. Сквозным персонажем истории станет Фрэнк Вудс. Его покажут с новой стороны, так как герою пришлось пережить тяжелые события в предыдущих Black Ops. Он и другие знакомые герои соберутся вместе, чтобы построить свою сеть агентов-бунтарей. Одно из ключевых изменений в геймплее назвали Omni Movement. Это возможность нырять, бежать и подкатываться в любом направлении. Нечто вроде Max Payne от первого лица, только без замедления времени. Касается всех режимов. И сюжетной кампании, и мультиплеера. Особенно приятно, что значительно доработан интерфейс. Теперь его можно кастомизировать. Например, позволяют повесить сведения вроде числа патронов возле прицела, чтобы не косить глазами в угол экрана лишний раз. Релизница это все 25 октября, а почитать подробнее про Black Ops 6 можете по ссылке в описании. Как же классно, когда игра классно выглядит. Такой проект и в инфакте не стыдно показать. Кстати, одна из важнейших составляющих красивых игр, да и фильмов тоже, это качественные 3D-модели, а создают их 3D-моделеры. Если вы хотите стать одним из них, вам может помочь бесплатный 5-дневный курс от образовательной платформы Skillbox. Данный курс подойдет всем. Студенты без опыта создадут свой первый проект в Blender и смогут определиться, стоит ли развиваться в сфере 3D. Те же, кто уже покоряют дизайнерские высоты, наберутся опыта работы в софте и пополнят портфолио сильной работой. На курсе вам расскажут много разного. И о популярном 3D-редакторе Blender, и объяснят, что такое рендер и как его настроить, и помогут создать вашу первую 3D-модель. Ну и, немаловажно, продемонстрирует, как собрать такое портфолио, которое впечатлит любого клиента. В итоге вы своими руками создадите несколько проектов и параллельно изучите основы моделирования. Поймете, куда двигаться дальше и как сделать 3D-моделинг своей основной работой. Кроме самого курса, Skillbox предлагает студентам разные плюшки. Например, все участники мини-курса получат персональную карьерную консультацию. Ребята из Skillbox определят ваши сильные стороны и помогут выбрать направление в 3D, которое вам может зайти больше всего. Чтобы узнать о других подарках и изучить подробную информацию о программе курса, переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. Там вас, кстати, ждет приятная скидочка. Bethesda Softworks и разработчики из id Software представили Doom The Dark Ages, приквел к Doom 2016 и Doom Eternal. Команда не стала изобретать велосипед, поэтому придерживается знакомой формулы. Перед нами вновь одиночный шутер от первого лица. Темные века расскажут предысторию палача Рока, параллельно закидывая персонажа тоннами адских отродий. Геймеры узнают об истинной причине ярости протагониста и собственными глазами увидят, как он стал самым страшным кошмаром преисподней. В бою палач Рока полагается не только на физическую силу, но и на обширный арсенал оружия. Персонаж носит с собой верный дробовик, а также применяет новые игрушки, вроде цепа и смеси щита с бензопилой, которые можно метать. Когда конфликт разрастется до космического масштаба, палач залезет в огромного робота, чьи массивные кулаки с легкостью раздавят даже самых крепких демонов. Тем временем в небе превосходство обеспечит дракон-мех. Doom посетит не только ПК и Xbox, но и PS5 в 2025 году. Stalker 2 Сердце Чернобыля таки обзавелась новым трейлером. Там постреляли из нескольких видов оружия в обитателей зоны, побродили по знакомым по прошлым частям серии развалинам зоны и полюбовались погодными эффектами. А еще напомнили, что контролер все еще способен рукой притянуть к себе ваш монитор. Stalker выйдет 5 сентября на ПК и Xbox Series, включая Game Pass. Игру оснастят субтитрами на русском языке, а в течение лета разработчики поведают еще больше о своем творении. Dragon Age The Veilguard залетела к Microsoft. Показали первый трейлер игры. Правда, отзывы у ролика, мягко говоря, неоднозначные. Поклонников серии озадачили визуальный стиль и несерьезный тон видео. Главные герои The Veilguard — титульные стражи завесы. Ваш персонаж и 7 компаньонов. По словам разработчиков из BioWare, Ужасный Волк, он же Солос или Солас, напишите, пожалуйста, в комментах, как правильно, по-прежнему играет важную роль в сюжете. Но стражам уделено так много внимания, что студия решила сменить подзаголовок Dreadwolf. Авторы также упомянули, что вы сможете не только дружить
дружить с соратниками, ну и заводить романы. Само собой, каждый страж наделен уникальными боевыми умениями и древом прокачки. Dragon Age The Veilguard стартует осенью 24-го на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Премьера геймплея состоится 11 июня в 18:00 по Москве. Соскучились по Макс Колфилд из оригинальной Life is Strange? Кто-то, видимо, да, поэтому Deck Nine Games анонсировала Life is Strange Double Exposure. В этой игре нас встречает уже не неловкий тинейджер, а взрослая девушка. Как произносит сама Макс, она зареклась применять способности после событий в Аркадии Бэй. Однако смерть подруги заставляет ее изменить свое решение. В двойной экспозиции умение героини отматывать время превратилось в возможность расщеплять реальность. Макс в силах свободно перемещаться между параллельными измерениями, чтобы неустанно спасать подругу и вычислить убийцу. Однако важно не терять бдительность, ведь повсюду рыщет детектив, а преступник подбирается ближе с каждой обнаруженной зацепкой. Life is Strange Double Exposure выйдет 29 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Позже появится Switch-версия. Кажется, новая Perfect Dark выкарабкалась из производственного ада. Трейлер игры, да еще с геймплеем, показали на презентации. Действие перезапуска происходит в недалеком будущем. На мир обрушилась серия катастроф, получившая название «Каскад». Целые регионы стали непригодными для жизни. Гиперкорпорация Core Mantis взялась за восстановление экологии в Каире. Туда и отправился секретный агент Джоанна Дарк, чтобы найти и задержать преступника Дэниела Кэррингтона. Разработчики из The Initiative и Crystal Dynamics обещают набор миссий, каждую из которых можно проходить разными способами. Паркур, гаджеты, стелс, рукопашный бой и огнестрел вам в помощь. Среди шпионских девайсов упомянуты имитатор голосов и сканер NPC. Дата релиза Perfect Dark пока неизвестна. Konami отвлеклась от заработка на починка и выкатила свежий трейлер ремейка Metal Gear Solid 3 Snake Eater. В нем есть как фрагменты из скрытого прохождения, так и впечатляющие стычки с врагами. В обновленной версии тайтла разработчики создают захватывающей красоты мир. Все благодаря возможностям Unreal Engine 5, а также улучшенным визуальным эффектам и звукам. Что осталось неизменным, так это озвучка персонажей и управление. Metal Gear Solid Delta Snake Eater готовится для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Fable опять показали, ни разу такого не было, и вот опять. Ролик вновь построен как интервью с одним из персонажей. На этот раз с камерой говорит герой в отставке Хамфри. Повествование построено так, что мужчина когда-то знал главную героиню игры и рассказывает о ее подвигах. Трейлер также намекает, что вернется система кармы. В зависимости от поступков протагониста, окружающие будут либо превозносить, либо ненавидеть ее. Некоторые игроки, кажется, уже начали ненавидеть игру за отсутствие редактора персонажа. В обсуждениях буря. Презентация бокса не обошлась и без представления сюжетного DLC для Starfield. Называется оно Shattered Space. В нем игроков попытаются немного попугать. По традиции жанра космохоррора все начнется с неизвестного сигнала бедствия. Сюжет приведет игроков на новую планету, где в городе Дазера всем заправлен культ Дом Варун, адепты которого поклоняются великому космическому змею. Игроки в рамках DLC также получат новое уникальное оружие, скафандры, снаряжение и не только. Релиз добавки состоится когда-то в 2024 году, а по слухам уже в сентябре. Обладатели премиальных изданий Starfield получат доступ к Shattered Space бесплатно. Кроме DLC, анонсировали еще и бесплатную обнову, которая должна выйти уже в течение дня. А может уже и вышла. Вы же там, в будущем. Финальным One More Thing стал анонс от The Coalition. Команда привезла Gears of War и Day. После неровных отзывов на Gears 5, студия решила вернуть серию корням в прямом смысле. Игра станет приквелом и расскажет о самом главном событии в истории планеты Сера. Название говорит само за себя. E-Day, или День разлома, полномасштабное вторжение Орды Саранчи на поверхность и начало войны против человечества. Всего за 26 часов было уничтожено 25% населения планеты. День разлома настолько потряс людей, что стал точкой отсчета в новой календарной системе. События оригинальной Gears of War начинаются 14 AE, то есть спустя 14 лет после Дня разлома. Играть мы будем снова за Маркуса Феникса, которого сопровождает Дом Сантьяго. В отдельном блоге майки рассказали подробнее об игре. Для интересующихся оставил ссылку на заметку с переводом в описании. Кстати, дата релиза Gears of War и Day еще не объявлена, как и список платформ. Почти наверняка можно сказать, что игра заглянет на ПК и Xbox Series.
но есть слухи и о релизе на PlayStation. Чтобы не пропустить новости о гирях или почитать об анонсах с других презентаций, советую заглянуть на stopgame.ru. На сайте, например, есть длинная подборка игр с PC Game Show, не впихнувшиеся в этот инфакт новые трейлеры Индианы и Assassin's Creed и много чего еще. А там все интересно, посмотрите. Еще на сайте вас ждут статья Игоря Ерышева про нечто в стиле Doom, но Fallout, обзор Killer Clowns from Outer Space Алексея Лихачева и мой видос о том, куда пропала разрушаемость из видеоигр. Хорошего вам понедельника. Пока.